Друзья, новость, которую хочется начать, да и закончить одной простой фразой. Вы верите, что судья может быть нечистоплотный и нечестный? Так, не напоминайте, пожалуйста, про дело Долиной, где все судьи приняли какое-то совершенно аномальное решение, и потом только Верховный суд, когда народ уже только что не за топоры и вилы взялся, сказал: ой, да, как-то несправедливо. А суть всей несправедливости в том, что Долина взяла деньги за квартиру, квартиру не отдала, выгнала новую хозяйку Луре, и все суды это принимают. Она говорит: меня мошенники обманули. Ни мошенников, ничего нет. И все суды, ну типа, ну и ладно. Вот. И когда народ уже начал уже подзакипать, когда народ тоже по этой схеме начали кидать, у меня мошенники обманули, все, отыгрываю сделку обратно. И начали отыгрываться. Почему? И это судьи принимали решение. Я к чему? К тому, что на этом фоне, ну давайте ознакомимся с новостью. Судью арбитражного суда Краснодарского края из династии именитых юристов, из династии. Мне не надо из династии, мне надо из справедливости. Или у вас, а вам как вот, друзья? Мне надо, чтобы они честные, чтобы они справедливые, логичные решения принимали. Чтобы справедливость была. Она из династии вылезла. И сейчас куда же она залезла-то? Значит, заподозрили в отмывании элитной квартиры через мертвую душу. Судью арбитражного суда Краснодарского края Анастасию Шепель, работающую в этой должности почти 20 лет, заподозрили... Про судьи еще что-нибудь напоминать? Господи, ну... Да, Хохолева, господи, вылетела, да, Хохолева, дело чудовищное в отношении Марины Негреба. Прям можете открывать и поискать в соцсетях. Покрывал, все родственниками своими засажала, а потом выяснилось, что у нее даже образования нет. Сейчас она в Азербайджане, ее Азербайджан не выдает. Но ее и запрашивают за какой-то ерунды. Ее запрашивать надо, и сделала Марина Негреба. Ну, тут много странностей. Я просто к чему? К тому, что вот на этом фоне, я про судью читаю, ну, какая-то это самое милое. Вот это самое милое, вот это из династии. Значит, и симпатичная такая, и повезло, хорошая. Вы на эту, на Хохолеву посмотрите, ну такая рожа, ужас. Вот тут, ну что там с ней? Анастасию Шепель, ну Настюш, ну что такое? Значит, работающая в этой должности 20 лет, да что ты будешь делать? Подозревают в участии в схеме по легализации элитной недвижимости ее отца, бывшего председателя Краснодарского. Хочешь изучить коррупцию, съездить в Краснодар? Это не про этот район, регион, говорится. Края суда Александра Чернова. Мы когда ездили отдыхать в Краснодарский край, ну там прям предупреждают сразу: деньги наменяйте мелочь и под козырек на машине. Потому что каждый гаишник останавливает, и там не имеет значения, нарушал ты, не нарушал. Причем можешь нарушать, кстати, там пофигу, ну такса одна. Вот это давно было, сейчас не знаю, пишите, кто знает. По данным базы, Чернов годами скупал дорогую недвижимость, но оформлял ее не на себя, а на родственников, доверенных лиц и даже несуществующих людей. Ничего себе, на несуществующих оформляют. Я же говорю вам, волшебники. Скобеева с мертвой разговаривает, с Керовой. Этот на мертвых, ну, вообще на какие-то на души несуществующие оформляет. Они колдуны какие-то. Один из этих эпизодов касается квартиры площадью 275 квадратов, охренеть, и 2 машиномест в одном из самых элитных сочинских ЖК Александрийский маяк. Александрийский маяк. Стоимость аналогичная по метражу недвижимости в этом ЖК достигает 570 миллионов рублей. Ну какие они судьи? Кто у вас сосед? Судья. Ну, это как мило. Может что-то рассудить, может они там в футбольчик играют, он судит. Ключевую роль в этой истории сыграл нотариус Краснодарского нотариального округа Сидоренко. По поручению супруги Чернова, бывшего президента нотариальной палаты, варится в своем каком-то деле. Нам куда деваться, когда справедливо что-то надо. Краснодарского края Галины Чернова. В декабре 2009 года он изготовил, кстати говоря, я часто упоминаю дело Дениса Хусаинова, который нашел убийцу, да, он оказался сексотом ФСБшным. Вы знаете, как увольняли? Его увольняли, там какой-то мент у него, то ли коллега, ну коллега понятно, но то ли старше, то ли нет, а у того жена, по-моему, судья. И они же такие коллаборации эти делают, и ты никак ничего не делаешь. Мент не мог его победить, следователь Следственного комитета Денис Хусаинов. Почитайте это дело, там была заметка, не знаю, если еще не вычистили ее.
Это Следственный комитет Бастрыкинский. Его выпнули оттуда, Уханов, но он потом стал тоже Следственный комитет. Но он сразу на руководящей должности пришел. Был до этого в прокуратуре. Покрывал дела разные интересные. Вот, так что скоро и от Следственного комитета уже ничего не останется, я так думаю. По поручению супруги Чернова, бывшего президента изготовили фиктивные доверенности от имени некого Петрова, человека, который в реальности не существует. От некого Петрова, который вообще не существует. От некого. Вы от какого Петрова? От существующего или от несуществующего? После этого квартиру и 2 машины места зарегистрировали на Шепель. Шпендель хочется ее назвать. Шепель. На Шепель. Наше все. Теперь судью подозревают в том, что, занимая государственную должность, она скрыла свое участие в этих сделках. Шепель, ты там давай не шепеляй, говори как есть, что куда поставила, кто на ком стоял, песню пели про паровоз, давай сообщай нам. И фактически помогла отцу легализовать дорогостоящее имущество. Судьи, все судьи, отец судья, она судья, поставили там судья, нассалка туда тоже, значит, лужа хорошая рядом, значит, с машинным местом. Я уже теряюсь немножко. Краснодар, значит, Красногорский городской суд, Красногорский, ну, в общем, не судья, Краснодар, это, в общем, мне кажется, Краснодар, ну да. В общем, здесь все это уже, кажется, не важно, друзья мои, выжить среди вот этих невозможно. Еще раз, а кому? Вот несправедливость какая-то, куда идти-то? Теперь судью подозревает, ну да, это понятно, по поручению председателя Верховного суда, а я то Краснова, ну Краснову я должен доверять, Краснов очень прекрасно, когда народ уже в бешенстве был, он дело Долиной завернул, да, Долина сейчас себя прекрасно чувствует. Ходит везде, лазит, они уже спектакль с Борщевским сляпали. Дальше, вообще Верховный суд, когда принимает решение, обычно нижестоящие должны бояться противоречить этому решению. Продолжается схема Долиной, уже мне попадаются случаи, когда ее вновь дублируют, вот эту схему. Так, поэтому Краснов-то он уже пару раз так неплохо проявил себя. Но как так проявит, а завтра уже и расправяют. То есть на это все, по-моему, плевать хотели. Ну как-то, ну молодец. И все, и всем хорошо все равно, вот этим. Значит, инициировала начало прокурора. Ну, посмотрим, все равно. Краснов, еще раз, у него пару ярких таких дел были, вот как он Верховный возглавил. По поручению председателя Верховного Краснова инициировала начало прокурорской проверки в отношении Шепель. Ну, посмотрим, Шепель. Ну, раз Краснов взялся, значит, Шепель, значит, ей хандец. Да, ну, посмотрим. Опять же, хандец будет на форме, да, может, она в ЦУМ поедет отбывать наказание, да, как Васильева, да, по делу оборонсервиса. Да, ну, главное, отбывать поехала. Да, ну кто куда, кому где нравится, да? Кому-то интереснее лес валить, а что, интересно занять, тынь. А кому-то интереснее по магазину походить, опять же, женщин туда тянет. Так что этот судья, может, тоже захочет, можно я там в ГУМе или в ЦУМе отсижу? Ну, Краснов ей скажет, да сиди где хочешь, да, наверное. Но опять же, ну, Краснов Верховный, я иронизирую. Верховный суд, это когда уже, в принципе, конституционность, неконституционность, законность, незаконность, справедливость, несправедливость. Вот, ну, как бы такая ситуация. В общем, весело живем. Дорогие мои, берегите себя, самое главное. На мой взгляд, да, мест на планете много. Всегда надо выбирать. Так что я в какую-нибудь страну не поехал, всегда забиваю, что там, как социальный климат, закон. И искусственный интеллект, кстати, очень хорошо отвечает. Полиция работает. Понятно? Вот так. Нет, здесь тоже она работает, но ты же сравниваешь, вот я так сравниваю. Полиция-то, может, работает, но если судьи приходится сажать, то... А кому утверждать-то их посадки? Другим судьям? Коллегам? Один Краснов будет по всем делам проходить. Ну, Краснов вот вроде как, еще раз, он какие-то решения принимает. Но это же невозможно только к Краснову все время обращаться, если очередная судья, ну, как бы не дает тебе жить в законном обществе. Вот, тоже вопрос возникает. Ну, в общем, так мне это все видится, как-то все это... То есть полиция работает, но работа у нее не початый край. Вот, ладно, увидимся, берегите себя, это самое главное.